Всем привет! Сегодня хотел поговорить про такую услугу в нашем сервисе, назовем ее так, как гарантия. Почему именно решил записать данное видео? Совсем недавно столкнулся с двумя гарантийными моментами, связанными с колодками. Были поставлены колодки на абсолютно два разных автомобиля фирмы Techstar. Я данную фирму ставлю уже на протяжении многих лет, не только на BMW, но и на разные, соответственно, другие марки автомобилей. То есть было установлены колодки на автомобиль Lexus 570 с пробегом 100 тысяч километров. И, соответственно, были установлены колодки на автомобиль Volkswagen Touareg с пробегом 25 тысяч километров. То есть абсолютно совершенно свежий автомобиль. Произошла только первая замена колодок. У обоих автомобилей сразу же, соответственно, появился скрип при трогании, при плавной остановке. На Lexus даже скрипели колодки, когда клиент вообще не нажимал на тормоз, а просто плавно ехал. Соответственно, Lexus уже к нам пришел, мы ему поставили оригинальные колодки по гарантии. Соответственно, Touareg пока еще ездит. Сейчас, если еще там неделька пройдет и скрип не пройдет, буду, соответственно, тоже менять и буду ставить оригинальные колодки. Что именно, с чем я столкнулся именно в данный момент со своими поставщиками? Был составлен акт дефектовки, пока на данный момент только по автомобилю Lexus, что причина обращения, клиент обратился со скрипом и так далее. Составили акт, колодки, соответственно, приняли, отправили поставщикам. Что поставщик на данный момент мне ответил письмом? Соответственно, что скрип не является дефектом тормозных колодок. Это просто капец. То есть получается, я за свой счет сейчас купил клиенту оригинальные колодки, поставил, выполнил работу, соответственно, мне ничего не возместят. Но не в этом суть. Такие бывают моменты, когда-то приходится работать в минус и так далее. Меня смутило то, что скрип не является дефектом, то есть не является гарантийным моментом. А что тогда является гарантийным моментом? То есть, если человек подъезжает к светофору и на него все оборачиваются, как будто он на УАЗике едет, то есть, это нормально? И как вообще, как вы вообще считаете? Вот по мне, так, если бы даже я на свой автомобиль поставил колодки, которые скрипят, то я бы просто тоже их снял и поставил бы другие. Как можно ездить на таких колодках? Да, они тормозят, я не спорю, но они скрипят, они такой дискомфорт предоставляют, это просто вообще невыносимо. Поэтому, сейчас, во-первых, принял такое решение, что сейчас уходим от этой фирмы Techstar и будем пробовать возить другие бренды колодок, будем экспериментировать. Я созвонился сейчас со многими ребятами, кто тоже занимаются техническим обслуживанием автомобилей. То есть у всех оказывается такая же проблема. То есть, видимо, последние месяц или два партия фирмы Techstar и какая-то, видимо, дефектная пришла, и у всех скрип. Так почему тогда поставщик, который возил много лет эту фирму, мне скидывает письмо, что это не гарантийный случай, когда на протяжении многих лет устанавливали данную фирму, все было просто хорошо, и тут раз у многих все ставят колодки, у всех скрипят, и они дают такое письмо. Если честно, хочется закрыть договор с этим поставщиком и с ним не работать. Сейчас думаю, решаю, то есть как быть дальше. То есть понятно, фирму Techstar сейчас буду стараться не возить, либо если клиент захочет, то есть буду предупреждать, что возможно будет скрип, и соответственно никаких гарантий мой поставщик не несет на себя. Я сейчас такие гарантийные обязательства на всех клиентов брать просто не хочу. Это работа ради работы. То есть даже в минус это поставить, даже не то, что работа ради работы, это придется мне работать всегда в минус. То есть привезти колодки, они будут скрипеть, привезти оригинальные колодки Techstar, эти просто-напросто сдать на металлолом, выкинуть.
То есть, соответственно, компания не зарабатывает, трата времени и так далее. Поэтому хотел донести до многих клиентов, что ситуации разные случаются, не только с колодками, и много всяких сложных моментов. Но в любом случае моя компания клиента направленная, клиентоориентированная. Мы всегда за клиентов. И если возникают моменты даже не гарантийные от наших поставщиков, мы в любом случае решаем вопрос. Не было за все время никогда, когда мы бы клиенту отказали в каких-то гарантийных моментах, даже человеческих. То есть, если это не являлось гарантийным моментом, то есть вот как вот с колодками, но мы в любом случае решали вопрос там минус себе и так далее, но только чтобы клиенту было приятно и комфортно работать дальше с нами. Поэтому давайте, всем удачи, всем пока, следите за нами.